Друзья, мы сейчас с вами находимся в уникальном месте. Сверхсекретная локация. Это российский военный объект. Это просто, невероятно. Мы в Испании, в стране НАТО, а тут прямо, за забором стоит российский военный объект. Вот тут, прямо вот тут, располагается дочернее предприятие Казанского завода «Эликон». Он был создан еще в сталинские времена, и во время Второй мировой войны он делал радиаторы для танков, делал кольца для гранат. И сейчас, в наше время, он тоже продолжает работать на ВПК. Там делают электрические соединители. Такие соединители используются в танках, в самолетах, в вертолетах. Там даже делают детали для межконтинентальной баллистической ракеты Тополь-М. Это та ракета, которой Путин угрожает всему миру. Откуда у них вообще могло такое появиться? Это что, какой-то филиал, представительства, я не знаю. Давайте скорее разберемся. Друзья, а вы помните, чем вы занимались, когда вам было 4 года? Я вот прекрасно помню. Уфа, лето, жара, меня учат кататься на трехколесном велосипеде, и у меня наконец-то получается. А вы что тогда делали? Чем гордитесь? Если вы, как и я, считаете своим большим достижением выученные буквы или роль ежика на утреннике в детском саду, то у меня для вас плохие новости. Мы с вами безнадежно не состоялись. Пока мы гордились тем, что выучили времена года или какой-то стишок, или 50 разных динозавров, другие четырехлетки воротили настоящие дела. Инвестировали, заключали сделки, занимались бизнесом. И мы сейчас не про такой бизнес, знаете, который был у каждого во дворе, когда ты 10 кленовых листочков меняешь на 2 потрясающие просто стекляшки. Нет, мы про настоящий многомиллионный бизнес. Мне кажется, мы нашли самого успешного ребенка в мире. Когда этой девочке было 4 года, она заключила сложную инвестиционную сделку с российским оборонным предприятием и стала собственницей великолепной 1200-метровой виллы на берегу Средиземного моря. От этой истории даже у нас, у людей, сделавших сотни расследований российской коррупции, просто глаза на лоб полезли. Это маленькая девочка, имя которой мы случайно обнаружили в реестре испанской недвижимости, как за ручку вывела нас на огромную, гигантскую коррупционную схему. Вопиющее богатство, безумный пир во время чумы и десятилетия полной безнаказанности. Сегодня мы расскажем вам историю оборонного магната, чиновника и долларового миллиардера. Историю, которая своим масштабом и наглостью превзошла все, что вы видели раньше. Вы вряд ли знаете нашего сегодняшнего героя в лицо или по имени. Он один из тех, о ком не рассказывают в новостях. У него не берут больших интервью, он всегда как бы на втором плане, не заметен, не публичен, не привлекает к себе особого внимания. И это не просто так. Вот он, представительный, седовласый господин, дорогой синий костюм, роскошное кожаное кресло, портрет молодого Путина за спиной. Его зовут Николай Александрович Колесов. Я уверена, вы знать не знаете, кто это. Разве что зрители из Амурской области сейчас нахмурятся задумчиво и начнут припоминать. Стойте, а не наш ли это бывший губернатор? Он еще прославился скандалом с кабинетом. Колесов, приехав в Амурскую область, первым делом заказал себе строительство кабинета. И не просто кабинета, а 400-метрового помещения с колоннами, лепниной, сусальным золотом и художественным паркетом почти за 4 миллиона. Обошелся такой кабинет в 100-150, что на тот момент хватило бы на 77 двухкомнатных квартир в центре Благовещенска. В Амурской области сегодня официально вступил в должность новый губернатор Николай Колесов. После церемонии инаугурации он сразу же приступил к проведению рабочих встреч. Все правильно. Николай Колесов действительно был губернатором Амурской области. Путин его назначил в 2007 году. Колесов был абсолютно карикатурным персонажем, как будто списанным с Гоголя или Салтыкова-Щедрина. Устраивал фотосессию в городской бане, которую срочно отремонтировали по такому поводу. Строил себе госдачу, притащил с собой из Татарстана, откуда он родом, целую свиту помощников от специальной женщины Галины, которая готовила ему и чпачмаки, и беляши, до министров правительства. К слову, 4 министра и вице-губернатор уехали из Амурской области с уголовками. Однажды они решили слетать развеяться на Камчатку, на турбазу. А потом выяснилось, что перелет их оплатила областная больница, которая оформила эту поездку как медицинскую перевозку несуществующего больного. Так нельзя, это невозможно, а здесь можно.
В мае 2008 года Колесов говорил, что его не сковырнуть никаким гвоздодером, а через пару месяцев ушел в отставку по собственному желанию, не просидев в кресле губернатора и 1,5 лет. Сегодня президент Медведев поменял руководство Амурской области. Он подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Николая Колесова. Но главная кредо Колесова – это отнюдь не губернаторство. Колесов – оборонщик. Сразу после отставки в 2008 году он оказался, нет, не в колонии, а на очень впечатляющем посту в Ростехе. Путин создал Ростех незадолго до этого, в конце 2007 года, чтобы собрать в одну подконтрольную государству компанию львиную долю российской промышленности. Оборонки в первую очередь. А управлять всем этим, считай, помогать воровать, он назначил своего старинного друга и коллегу по КГБ Чемизова. В собственность Ростеха передали сотни российских заводов, предприятий, конструкторских бюро, которые группировались в специализированные холдинги или концерны. Нужно провести анализ деятельности всех предприятий, которые вошли к нам в корпорацию, посмотреть, насколько они в состоянии дальше существовать и что нужно для того, чтобы все-таки сохранить тот потенциал, который был когда-то. Одним из них стал созданный в 2009 году КРЭТ – концерн радиоэлектронной технологии. И его сразу же возглавил наш опозорившийся губернатор Колесов. В КРЭТ вошло около 100 разных предприятий, 60 с лишним тысяч сотрудников. Они разрабатывают электронику для гражданской и военной авиации, радиолокационные станции, комплексы радиоэлектронной борьбы, системы опознавания, наведения, навигации, список бесконечный. Госкомпанией КРЭТ Колесов управлял целых 12 лет. А в 2021 году он отправился, снова не в колонию, а на повышение внутри Ростеха. Сегодня он возглавляет «Вертолеты России» – холдинг, который объединяет все вертолетостроительные предприятия страны. Там разрабатывают, собирают, обслуживают, ремонтируют и продают военные и гражданские вертолеты. Вертолеты России произвели треть вообще всех боевых вертолетов в мире. Будем грузить завод так, чтобы было всем интересно, красиво работать. В общем, получается, что Колесов наш – это такой государственный управленец с большой буквы. Топ-менеджер военно-промышленного комплекса. Без преувеличения, один из ключевых оборонщиков страны, имя которого мы все должны знать. Колесов гораздо важнее и тяжеловеснее любых министров, которые, в отличие от него, на слуху. Вот аж 3 министра обороны сменилось – Сердюков, Шойгу, Белоусов, а позиции Колесова непоколебимы при любом из них. Он как был, так и остается. И это все потому, что сотни заводов, которыми Колесов управляет, делают так, чтобы Путину было чем воевать. Награда Николая Александровича Колесова, его заместителя, говорит о огромном вкладе в развитие, в том числе промышленного потенциала республики и в целом нашей страны. Вот он, нарядный государственный муж, стоит в форме, в фуражке, увешан медалями похлеще генералов и ветеранов войн. На шее орден за заслуги перед Отечеством. В руках теребит георгиевскую ленточку. Ну как хорош, каков патриот. И ничего не выдает в нем подвоха. Ну, разве что, кроме пакетиков от украшений Тиффани, скромно сложенных за его спиной. Ну и часов в Бриге за 45 миллионов рублей. Вот к чему надо стремиться. На самом деле Колесов всегда совмещал государственную службу и бизнес. Об этом не понаслышке знают жители Татарстана, знакомые с семейством Колесова гораздо лучше и дольше любого из нас. В Казани есть знаменитый завод «Эликон». У него очень интересная судьба. Завод был создан в 1939 году еще при Сталине. Во время Великой Отечественной войны он работал на нужды фронта. Там делали радиаторы для самолетов и танков, тары для патронов, кольца для гранат и даже пуговицы для военной формы. А после войны у завода меняется профиль, и тут начинают собирать штепсельные разъемы. Эликон становится крупнейшим в СССР производителем электрических соединителей. Потом в конструкторском бюро начинают разрабатывать новейшие приборы связи и другую радиоэлектронику. На Эликоне делают бортовой радиоаппарат и прибор для контроля траектории для космического корабля «Восток-1». На нем Гагарин впервые полетит в космос. За успешное выполнение поставленной задачи коллектив завода был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а большая группа работников предприятия получили медали и ордена Советского Союза. Здесь выпускают навигационное оборудование для самолетов и делают системы распознавания противника свой-чужой.
А в 70-х на Эликоне начинают обслуживать не только оборонку и космос, но и производить бытовые товары. Например, проигрыватель для пластинок электроника, у многих такой был. Или вот один из первых советских калькуляторов МК-56, его тоже Эликон сделал. На нем можно было не только складывать и вычитать, но и писать программы, симулирующие посадку на Луну. А те из вас, кто увлекается моделями автомобилей, знают Эликон по вот таким вот моделькам КАМАЗов. Их тоже производили на Эликоне, и в какой-то момент они стали очень популярными среди коллекционеров по всей стране. Отлично сделанный, большой модельный ряд, много деталей. Вот у этого молоковоза, например, опрокидывается кабина. А на этом КАМАЗе можно не только кабину опрокинуть, но и даже тент снять. Цена всего этого, таких машинок, 5 рублей 90 копеек, написано прямо вот здесь на коробке. Инструкция и вся коробка, они сделаны на английском, потому что за границей все это тоже хорошо котировалось. Тысячи миниатюрных машинок каждый месяц сходит с конвейера Эликона. Механосборка, пропитка, окрашивание – все как у настоящих. Потом в 90-е советская экономика рухнула, гособоронзаказ свернули. На военную и космическую технику денег не было. Но Эликон все равно продолжил существовать, благодаря как раз вот таким вот непрофильным товарам. Машинкам, светильникам, какой-то бытовой мелочи. Главное – сохранить производство и коллектив. А в 1997 году на Эликоне случилось чудо. По крайней мере, так написано на сайте завода. В это трудное время Эликон возглавил Николай Александрович Колесов. Вот он, солидный и усатый, водит по заводу президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Он провел необходимые решительные реформы, ввел новые подходы, осуществил кардинальные меры по оздоровлению предприятия. В общем, как вы могли догадаться, по итогам этих кардинальных оздоровительных мероприятий завод Эликон чудесным образом оказался в собственности у самого Колесова и его семьи. На 100%, без сомнений. Как это произошло, сейчас уже точно восстановить невозможно, потому что отчетность за тот период крайне обрывочная. Но можно проследить исчезновение из списка акционеров доли Комитета госимущества Татарстана, а потом и исчезновение доли Оборонпрома, это структура Ростеха. А потом появление лично Колесова и подконтрольных ему фирм. Вот их названия. Они нам с вами сегодня еще пригодятся много раз. Сегодня дела у Эликона идут более чем прекрасно, потому что их кормит война. На заводе снова собирают электрические соединители. Вот такие штуки, позволяющие приборам взаимодействовать между собой и передавать данные и электричество. Эликон этих соединителей выпускает миллионы. Они бывают маленькие, бывают большие, бывают разных форм, могут работать под водой и в космосе. Ими нашпигована вся российская военная техника. Самолеты, вертолеты, подводные лодки, танки, крылатые ракеты, межконтинентальные баллистические ракеты. Все эти Тополь-М, Булавы, Искандеры, любые приборы внутри, вся электроника, все датчики, все это соединяется вот такими штуками, без которых ракету запустить невозможно. И производит их колесовский Эликон. Здесь во славу нашей отчизны собран каждый разъем. Здравствуй, дело всей жизни, мой завод Эликон. Я не просто так провел вам этот подробный экскурс в историю Эликона, потому что, мне кажется, без этого контекста просто невозможно почувствовать всю абсурдность. 80 лет истории, работа над эпохальными проектами типа первого полета человека в космос, уникальные разработки. И как же мы удивились, когда обнаружили, что у основанного еще при Сталине завода Эликон есть принадлежащий ему объект в Испании – на Пальма-де-Майорке. Простите, пожалуйста, за такое разочарование. За моей спиной, конечно же, не помещение складского типа и не какой-то ангар, где хранятся ракеты или детали к этим ракетам. Но это не меняет сути. Вот эта роскошная вилла за моей спиной до середины 2022 года была записана на Казанский завод электрических соединителей. Наверное, это будет сюрпризом для тех, кто там работает, но завод Эликон приобрел эту недвижимость в 2014 году. Возможно, я не знаю, может быть такое, сюда выдавали путевки для особо отличившихся сотрудников, но что-то мне подсказывает, что вряд ли.
Достойная работа, стабильная зарплата, надежный коллектив. Написано на стелле перед входом на завод «Эликон» в Казани. Сюда смело можно дописать и лучший в мире дом отдыха. Потому что, ну посмотрите сами. Прохладные воды Средиземного моря, скалистый берег, пейзажи. Круглый год здесь тепло, солнечно и зелено. Не то что в Казани или в Москве. Вот он, совсем недалеко от воды, наш филиал оборонного завода «Эликон». Охраняется это место и правда как серьезное оборонное предприятие. Только с этого ракурса видно как минимум 10 камер видеонаблюдения. В доме 3 этажа, подземная парковка, огромные террасы. Площадь виллы 1200 квадратных метров. Перед домом мы видим большой бассейн, он заполнен водой и хоть прямо сейчас готов принимать отдыхающих. Стоимость этой виллы можно оценить примерно 5 миллионов евро. Великолепное, очень приятное место. Но плохие новости. Заводчанам с «Эликона» здесь отдохнуть уже точно не получится. В мае 2022 года, уже после начала войны, но до того момента, когда против завода «Эликон» были введены санкции Евросоюза, эта вилла очень удачно успела сменить собственника. Ее записали на того, против кого санкции вряд ли когда-либо введут, на гражданку Кипра, 4-летнюю девочку. Эту 4-летнюю девочку зовут Николь Николаевна Колесова. И, как вы можете догадаться, это дочь нашего оборонщика Николая Колесова. Сейчас Николь уже взрослая, ей 7 лет, она наверняка пошла уже в школу и может там хвастаться своим одноклассникам. У кого-то домик для Барби, а у кого-то вот такой. Корабли, самолеты, ракеты, оборону страны крепить ты рожден. Орденоносный первый дом родной Эликон. И ведь поразительная же ситуация выходит. Путинский губернатор, российский военный преступник, просто приехал в Испанию и свил себе вот такое гнездышко в Европе. И записывает его сначала на завод, потом на ребенка, схемы какие-то придумывает. Но всем же очевидно, это дом Николая Колесова, он его контролирует, он тут в бассейне купался, а не работяги с завода. И знаете, мне всегда было интересно. Это ведь достаточно такой небольшой поселок из больших домов. И все соседи точно друг друга знают, сплетничают, рассказывают, кто приехал, кто уехал, обсуждают, каково им вообще жить через забор от российского военного преступника. А у нас появился наконец-то шанс спросить это лично. Никто не открывает, жалко. Но мне кажется, я знаю почему. Потому что мы снова попали на российское оборонное предприятие. В это сложно поверить, но тут, прямо через дорогу от филиала завода «Эликон» на Пальма-де-Майорке, мы нашли еще кое-что не менее интересное. Испанское название фирмы-владельца этой виллы звучит так приятно и атмосферно. Factoria de Tambov. Factoria de Tambov Электроприбор. И это, как несложно догадаться, Тамбовский завод «Электроприбор», все данные которого совпадают с данными из испанской выписки. Маршанское шоссе, номер 36. Здесь дом чуть менее впечатляющий, всего 500 квадратных метров. Но меньшая площадь с лихвой компенсируется видами. С улицы этот дом кажется обычным, но сейчас мы видим, он располагается не просто у моря, а вилла стоит прямо у обрыва на живописной скале, в которой для удобства выбита лестница. Позади дома шикарный двор с большим бассейном. Только представьте, какой из него открывается вид. Стоимость этого дома 3 миллиона евро. Чувство реальности потеряли. Тамбовский завод «Электроприбор» — это очень серьезное оборонное предприятие. Заводу более 70 лет. Сегодня они производят системы наведения и навигации для ракет «Калибр», а также стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Достаточно неожиданно, скажу честно, обнаружить, что у них есть вилла тут, на Пальма-де-Майорке. Но и этому мы нашли объяснение. С этой частью Пальма-де-Майорского оборонного кластера произошла примерно такая же история, как и с виллы Эликона, переписанной на 4-летнюю дочь Колесова. Этот дом переписали с Тамбовского завода «Электроприбор» на Людмилу Тенна, старшую сестру Николая Колесова. Она получила испанскую недвижимость за несколько месяцев до начала войны, в октябре 2021 года. Идея переписывать недвижимость на родственников не новая. Это типичное поведение путинского чиновника, который пытается спрятать украденное. В первую очередь спрятать от санкций. Это нормальная практика, здесь нет ничего необычного. Но за идею записать виллу на 70-летнюю сестру мы ставим Николаю Колесову 3 с минусом.
Ведь Людмила Тенна сама оборонщица. Во-первых, в испанских документах она указана как бенефициарный владелец завода «Эликон». А во-вторых, ее можно найти в совете директоров Раменского приборостроительного завода, производящего навигационные системы для истребителей и дронов. А еще она владела компанией, обслуживающей бортовые радиолокационные станции для военной авиации. Так что, дорогая Людмила Александровна, скажите своей испанской вилле «Аста ла виста», так как у вас есть все основания попасть под европейские санкции. А мы сделаем все, чтобы это произошло как можно скорее. Мне кажется, что это неизбежно. Давайте уже отложим все эти штепсельные разъемы, радары и системы наведения ракет и поговорим о чем-то более понятном, но тоже очень важным для нашего расследования. Хотела поделиться с вами одной историей моей жизни с Колесовым Николаем Александровичем. Не удержусь от вечной цитаты великого русского писателя. «Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». 30 я получу декабря свидетельство о разводе. 15 марта я заберу детей официально. Семья Николая Колесова несчастлива настолько специфическим образом, что несчастье это давно вышло за рамки семейного конфликта и сыграло ключевую роль в нашем сегодняшнем расследовании. Пожалуй, самого крупного хищения в российской промышленности и оборонке. Катастрофа, ужас. Внимательный зритель мог обратить внимание, что мы показываем достаточно много фотографий и видео Николая Колесова, явно не из публичного доступа. Если ты сейчас поедешь, я тебе башку оторву нахуй. Давай езжай, твою мать. Отвечу сразу, нет, нам никто ничего не сливал. Никаких хакеров, никаких тайных источников. Это не борьба башен и не войны силовиков, и даже не какие-то там еще замысловатые интриги. Все эти фото и видео уже несколько лет лежат в абсолютно открытом доступе в телеграм-канале бывшей жены Колесова Дианы, с которой он скандально разошелся. Сказать, что их было сложно найти, будет огромным преувеличением. У канала Дианы Колесовой 26 тысяч подписчиков, а какие-то из ее видео в Инстаграме набирали по 1 миллиону просмотров. Это буквально было и есть на поверхности. Там мы и нашли нашу Николь Колесову, девочку, которая в 4 года купила у завода «Эликон» испанскую виллу за 5 миллионов евро. Вот их семейный портрет. Слева Николь, справа ее сестра-двойняшка Анна, а ребенок поменьше в центре – это Алексей Колесов, 2019 года рождения. Ну и их папа. Ну и Путин, конечно же. А история, собственно, вот в чем. Николай Колесов познакомился с 17-летней Дианой 23 года назад в Казани. Там какая-то романтическая история, что она, школьница, просто шла по улице, а проезжающий мимо 46-летний Колесов увидел ее из окна автомобиля и остановился, чтобы срочно с ней познакомиться. Диана долго была просто любовницей Колесова. Тот был женат и разводиться не спешил. Когда мне было 22 года, я была на 5-м месяце беременности, его назначили губернатором Амурской области. На что он мне позвонил и сказал, что ему не нужна беременная любовница, это портит его репутацию, что я должна пойти сделать аборт. Относился Колесов к Диане, мягко скажем, отвратительно. Он приехал, стал мне угрожать, шантажировать, если что-то было не по его, он просто всегда поднимает руку замахнутым кулаком и просто начинает тебя избивать. Лупить страшно. По голове, по лицу, по ребрам. Но Диана все же поехала с Колесовым в Амурскую область. С прошлой женой он развелся, они с Дианой поженились и завели совместных детей. Сначала родились девочки-двойняшки. Потом, так как Колесову очень хотелось мальчика, Диана, по ее словам, сделала 12 процедур ЭКО и, наконец-то, родился сын Алексей. Бабулечка передала Лешеньку в руки папе. Ура! Молодец, молодец. Они пробыли вместе почти 20 лет. На что была похожа их жизнь? Ну, с одной стороны, вот это. Он меня там запирает в 4 стенах и продолжает надо мной издеваться. Начинает много выпивать, постоянно изменять, постоянно избивать. А с другой – настоящая путинская элита высшего калибра. Диана с головы до ног в бриллиантах. Ей дарят серебристый Rolls-Royce с номером 777. Еще один белый Rolls-Royce кабриолет, на лето, видимо. Внедорожник Bentley Bentayga за 10 миллионов рублей. Просто посмотрите на домашнюю обстановку, которая случайно попадает в кадр. Дворцовые интерьеры, семейные портреты, мраморные лестницы с коврами, домашние лифты. И это интерьеры даже не главы госкорпорации, а директора одного из множества холдингов, входящих в Ростех. Как это возможно вообще? У них на домашних праздниках выступают звезды.
Они светски вращаются в высшем обществе. Вот Колесова в вечерних нарядах с Сергеем Чемизовым и его женой. Вот Диана приобнимает главу Татарстана Рустама Минниханова. Вот Кристины, маленького Алеши в церкви, которую построил Колесов в Татарстане. Обратите внимание, кто за рулем гольфкара. Узнаете? Это бывший министр обороны Анатолий Сердюков, крестный папа младшего сына Колесова. Мы никогда не должны были увидеть этих фотографий. Эта тайная, настоящая жизнь путинских госуправленцев обычно скрыта от наших глаз. Но случился развод. Диана рассказывает, что Колесов все больше пил, бил ее, швырял посуду, изменял, стал абсолютно неадекватным. Мог швырнуть в меня тарелку, кувшин, бокал, стакан, все, что было у него под рукой в этот момент. И просто я стала его физически бояться. Условия развода действительно шокируют. Просто я тебя лишу материнства. Я детей заберу. Колесов лишил свою супругу родительских прав, заставил ее платить ему алименты, а своих 3 детей она ни разу больше не видела. Просто даже не знаю, как они, где они. Уже несколько лет Колесов просто не дает им встречаться, а детям рассказывает, что мама их болеет, пропала или бросила их. Говорят, что я заболела. И они ждут, когда мама поправится и вернется снова к ним домой. Это объективно страшная ситуация для любой матери. Я уверена, что Диана Колесова абсолютно искренне и без задней мысли выкладывает все эти фотографии, чтобы показать, ну вот мои дети, у меня их отобрали, я пытаюсь их вернуть или хотя бы увидеть. Она публикует все это, предположу, даже не подозревая, что тут что-то не так с их прошлым образом жизни, что кто-то может обратить внимание и возникнут вопросы. Чтобы сохранить абсолютную объективность, мы специально не связывались с Дианой Колесовой до публикации этого расследования, а использовали только то, что она уже и так опубликовала. Тем более этого больше, чем достаточно. Там сотни фотографий и видео из разных мест. Какие-то нам уже прекрасно знакомые, а какие-то нет. Мы изучили каждую из них, каждый стоп-кадр, пытаясь понять, где это снято, что это за объект, кому он принадлежит. И почему это никого не смущает? Вот, например, чудесное видео. Николай Колесов зажигательно поет в караоке песню Юры Шатунова. Сначала кажется, что это одна из вилл, которые мы вам уже показывали, но приглядываемся, и нет. Это не вилла 4-летней дочки Колесовой и точно не вилла его сестры. Другая архитектура, другие виды. Но мы, конечно же, заинтересовались. И нашли еще 3 гигантские виллы Колесова на Майорке. Вот по этому снимку несложно угадывается ландшафт сзади. Это Магалуф, пляжный курорт в 15 километрах от Пальмы. А снимок, соответственно, сделан отсюда. Вот 3-я, 4-я и 5-я вилла главы вертолетов России на Майорке. Каждый дом примерно по 750 квадратных метров, плюс гектар земли у самого моря. Все 3 этих дома, которые можно оценить в 10 миллионов евро, в 2024 году купил сын Николая Колесова, Алеша, тот самый крестник Анатолия Сердюкова. На момент покупки Алёше Колесову было 4 года, и в документах указано, что он гражданин Испании. 4-летний Алеша купил этот дом у компании «Стар», владеющей российскими оборонными предприятиями. Но сам подписать документы не смог. Его представительницей выступила дочь Людмилы Тенна, то есть родная племянница Николая Колесова, Екатерина Блохина. Вот тут, сверимся на всякий случай, на этой площадке перед средним домом и упражнялся в караоке Николай Колесов. Продолжаем наше расследование. Хочу вам показать вот эту фотографию, которая меня очень заинтересовала. Снова какой-то праздник, шарики, судя по узору напольной плитки, снято там же, в Испании, где Колесов пел «Седую ночь». Но не тут-то было. Нас смущает не сильно испанская туя, елка и беседка Ротонда, которую мы раньше почему-то не видели. Это 6-й дворец Николая Колесова. Вот тут лучше видно архитектуру, какую-то невероятную лестницу с водопадами. А вот тут Николай Колесов, там же, держит на руках именинника Алешу. Камера поворачивается, и вау, вот это дом, вот это размах. Да еще и на море. У здания достаточно уникальная архитектура. И этот мегадворец без большого труда можно просто найти в интернете. Строительные фирмы выкладывали эскизы дома и фотографии работ. И на них можно найти подсказку, которая сильно сузит поиск его месторасположения. Там есть билборды украинских партий «Батьковщина» и партии регионов, которые используют вместо брезента.
В общем, этот дворец, он находится в Ялте, а его стоимость мы оцениваем в 1 миллиард рублей. Строили этого монстра в стиле цыганское барокко в начале 2010-х. Кто должен был стать владельцем в Украине, мы не знаем. Но в 2015 году, после аннексии Крыма, собственником оказалось Раменское приборостроительное конструкторское бюро, государственное оборонное предприятие, входящее в холдинг КРЭД, который возглавлял Колесов. Даже задавать не надо вопросы по выполнению государственного оборонного заказа нам в КРЭД. В конце 2015 года Ялтинская вилла переписана уже на личную фирму Колесова. С тех пор, как мы видим, Колесовы просто обожают там отдыхать всей семьей. Устраивают какие-то фуршеты, наряжаются морячками и даже кабриолет Бентли пригнали из Москвы на свою крымскую дачу. А вот тут не очень понятно, что происходит, но Диана Колесова снимает какой-то дом в Дубае. Темно, видно плохо, но она явно пытается попасть внутрь. Дом явно не случайный. На более старом видео мы видим, что она сама там тоже точно была. Эти же терракотовые стены и арки видны в отражении кузова микроавтобуса, куда она садится с дочкой. Мы нашли этот жилой комплекс в Дубае. Он называется 22 карата и располагается вот тут, на острове Пальм-Джумейра. Сравниваем с фотографиями и видео в интернете, и да, это точно там. Угадывается тот же самый бассейн, у которого Диана Колесова позирует в пилотке с георгиевской ленточкой. Точно такая же входная дверь у Дианы за спиной. Правда, Колесовы усовершенствовали фойе своей дубайской виллы православной иконой-наклейкой, благословляющей гостей и хозяев. Да и в целом, видео, снятые внутри, опять же, очень патриотические и полностью совпадают с тем, как выглядят эти виллы в рекламных проспектах. Мужчины, с праздником! Это очень дорогой и очень эксклюзивный жилой комплекс. Здесь 22 виллы. В каждой как минимум 7 спален, все отделано мрамором, личный бассейн, у каждой собственный сад, комнаты для персонала. Вот эта вилла одна из самых больших, площадью 1800 квадратных метров. В 2019 году была куплена компанией Velis Electronics. Эта фирма зарегистрирована в Дубае, так что владельцев, к сожалению, не узнать. Но есть контакты представителя. Это некая Людмила Кощеева. В России эта женщина возглавляет компанию, которую учредил Николай Колесов. Еще она работает заместителем генерального директора по правовым вопросам Казанского оптико-механического завода. В общем, 7-й дворец Колесова мы оцениваем в рекордные 25 миллионов долларов или 2 миллиарда рублей. В этом же ЖК 22 карата мы обнаружили еще одну 1400-метровую виллу, купленную некой Неллой Мазаевой. Она пенсионерка. Раньше работала заведующей библиотекой в Казанском авиационном институте. А еще она бывшая теща Николая Колесова, мать Дианы. И это не первый раз, когда Колесов оформляет на нее активы. А еще она вместе с самим Колесовым и Людмилой Кощеевой, которую мы видели в Дубае по соседству, состояла сразу в нескольких советах директоров оборонных компаний. Но, конечно же, это еще не все. Дети же еще. Там же, на Пальм-Джумейре, мы нашли у старшей дочери Колесова Анастасии 440-метровую квартиру в этом знаменитом комплексе The Royal Atlantis. Стоит такая сейчас 23 миллиона долларов. В январе 2023 года она купила еще одну квартиру в жилом комплексе The Residence в нескольких минутах ходьбы от небоскреба Бурдж-Халифа. Хотя квартиры это назвать не поворачивается язык. Здесь 822 квадратных метра, из которых половина – это гигантская гостиная площадью с полноценную баскетбольную площадку. Такая недвижимость стоит 10 миллионов долларов. В этом же доме квартира есть и у ее мужа. Поменьше – 532 квадратных метра. Общая стоимость недвижимости Колесова и его семьи только в Дубае 83,5 миллиона долларов или 6,6 миллиардов рублей. В этом году у нас рост достаточно большой. Эльза! Карамелька, баги! А вот это видео из телеграмма Дианы Колесовой приводит нас прямиком на Рублевку. Эльза и Карамелька – это собаки Колесовых, которых подзывает Диана, пока ее не пускают внутрь. Они живут прямо вот за этими впечатляющими коваными воротами, которые легко находятся на панорамах рублевской деревни Раздоры. Вот, собственно, и сам Колесов ровно у этих ворот. Это въезд в подмосковную резиденцию Колесовых. Участок оформлен причудливо. Часть на самого Колесова, а часть на завод «Эликон». Его общая площадь 11 тысяч квадратных метров. Здесь несколько домов, а перед ними фонтан. Серебристый Rolls-Royce, который мы показывали, припаркован именно тут.
Стоимость такого дома сейчас около 1 миллиарда рублей. Это немало. А вот тут прямо православно-патриотический ролик нашелся. Церковь, женщины в платочках, благодать и скрепы. Происходит это все на территории дома отдыха в поселке Балахчина в 75 километрах от Казани. Тут что-то типа личной турбазы, 4 гостевых дома, самый большой дом площадью 2350 квадратных метров, есть еще бани, солярий, тир, боулинг. Мы нашли материалы публичных слушаний. Выяснилось, что преподносилось это как база отдыха Иликон. Но который раз уже, прямо как и в Испании, сотрудники завода сюда не доедут. 99%, что это невозможно. Диана Колесова пишет, что ее муж построил эту частную турбазу не просто так. Он говорит, что эта инвестиция точно окупится. Там можно документик подписать, да и в баньке попариться. Ну и эскортниц привезти. Как Диана рассказывает, турбаза используется в основном для этого. Я не вижу здесь проблем. Есть какие-то проблемы? По-моему, ничего нет. Майорка, Дубай, Москва, Ялта, Казань – все это выглядит как очень сложная и запутанная логистика. Но что же делать человеку, которому просто, чтобы отдохнуть, надо перемещаться между всеми этими местами? Ну, конечно же, ему нужен частный самолет. Его упоминание тоже можно найти в телеграме Дианы Колесовой. Этот Bombardier Global Express стоит $20 миллионов. Судя по данным о пересечении границы, Диана была права. Николай Колесов действительно улетел в тот день в Дубай, и именно на этом самолете. С ним на борту была его племянница Екатерина Блохина и Екатерина Игнатова, супруга главы Ростеха Сергея Чемезова. Николай Колесов летал на этом самолете больше 200 раз, чаще всего в Дубай и на Пальма-де-Майорку. Кроме него, на джете десятки раз летали маленькие собственники испанских вилл – Николь Колесова, Алексей и их сестра Анна. Они, кстати, ни разу в жизни не летали на обычных рейсовых самолетах, зато на вертолете регулярно. На этой фотографии сын Колесова сидит прямо за штурвалом, а рядом несложно разглядеть наклеечку с регистрационным номером 01983. Это вертолет Augusta Westland 109 за $5 миллионов. Ну, действительно, было бы странно, если бы у главы вертолетов России не было собственного вертолета. И вертолет, и самолет оформлены на одну и ту же фирму – спецдоставка. Она располагается в здании завода «Эликон» в Казани и записана на номиналов. Но прошлой собственницей была знакомая нам старшая сестра Колесова Людмила Тенна. В собственности этой фирмы мы нашли еще один самолет. Если тот был детский для младших детей Колесова, то этот можно считать взрослым. На втором бизнес-джете Embraer Legacy 650 за $10 миллионов летают в основном старшие дети Колесова. Александр, Анастасия и ее супруг Николай Ураев. Все трое, кстати, бывшие депутаты от «Единой России». Сотни полетов. Германия, Испания, Эмираты, Франция. Я не припомню вообще, чтобы мы когда-то такое видели, ну, если не считать прям каких-то совсем олигархов, чтобы 2 частных самолета на одну семью. Но госуправленец Колесов, он смог, он нас удивил. Общая стоимость его авиапарка $35 миллионов или 2,8 миллиарда рублей. А сейчас будет еще больше. А теперь добавляем к этой сумме недвижимость, только ту, что нам удалось найти. А это, между прочим, 9 вилл, 3 квартиры и 1 дом отдыха. Получается суммарно 14 миллиардов рублей. И это то, как живет человек, который 13 лет возглавляет оборонную госкомпанию. Но у нас приоритет в любом случае это гособоронзаказ, наша страна, наше Министерство обороны. Мы могли бы закончить это расследование здесь. Топ-менеджер Ростеха, глава вертолетов России, госуправленец. И такое необъяснимое, невообразимое богатство. Но мы решили пойти дальше. Сделать специальную часть для тех наших зрителей, кто искренне верит в то, что рассказывают по телевизору. Тех, кто считает, что да, бывают перегибы на местах, где-то воруют, конечно, но Путин в целом совсем разобрался. Ну или он просто не в курсе, его обманывают. Надули. Таких людей очень много. Благодаря пропаганде они верят, что Владимир Владимирович поднял страну с колен. Дикие рейдерские захваты остались в 90-х, а правоохранительные органы у нас на страже порядка. Что прокуратура, следаки, ФСБ, они обязательно разберутся. Они все расследуют, виновные понесут наказание. В корне не согласен с подобными выводами. Ну, вон же, например, гламурного замминистра обороны Тимура Иванова посадили?
Посадили, молодцы. Отдел оборонсервиса, когда к министру обороны Сердюковой и его возлюбленной ворвались с утра с обыском, и в отставку отправили, не побоялись. И полковника МВД Захарченко схватили. Дома нашли у него аж 8 миллиардов рублей наличными. Сидит, ну, значит, работает система, правильно? Конечно. Конечно. Все вышеназванные Ивановы, Захарченко и прочие полковники ФСБ, у которых дома находят тонну наличных денег, могут нервно закурить в углу своих камер. Если честно, к ним может присоединиться и какой-нибудь Сечин или Миллер, который платит себе зарплату по 5 миллиардов рублей в год. Про тех, кто втихаря ворует на подрядах Минобороны, я вообще молчу. Наш сегодняшний герой Николай Колесов переплюнул их всех. Это, наверное, раз в столетие делается. Рисуем схему. Вот тут у нас объекты недвижимости, которые мы вам сегодня показывали. 5 испанских вилл, Ялтинский дворец, 2 самолета, вертолет. Дальше мы просто делаем список компаний, на которые они записаны или были записаны. И компаний, на которые записаны эти компании. Обнаруживаем 5 фирм, которые последовательно и отчетливо используются для оформления этих активов. А потом просто ищем, что еще принадлежит этим фирмам. Вот так эта схема выглядит на самом деле. А вот ее упрощенный вид. В разных пропорциях, разных комбинациях и долях эти 5 фирм владеют 20 оборонными предприятиями в России. Иногда полностью, иногда частично. Научно-производственный центр «Алмаз-Фазотрон». Они производят средства радиоэлектронной борьбы. Казанский электротехнический завод, производящий системы «Свой-чужой». Курский завод «Авиаавтоматика». Там разрабатывают и производят системы управления оружием. У них же, кстати, есть и небольшая доля в концерне «Штурмовики Сухого». Казанский оптико-механический завод, который делает лазерные дальномеры и тепловизоры. Красногорский комбинат автофургонов, который производит мобильные комплексы для перевозки взрывчатых веществ и многое другое. Большая часть этих заводов когда-то полностью принадлежала Крету, то есть государственной компании, которую Колесов возглавлял. А потом директор Колесов продал их сам себе. На 100%. Чтобы это расследование не длилось 20 часов, просто посмотрите пару примеров. Карачевский завод «Электродеталь», там работает 1000 сотрудников. Находится он в Брянской области. Они делают соединители для истребителей и подлодок. В 2014 году Крет выставляет 2/3 акций на продажу. Они достаются акционерному обществу «Стар», которое, как мы знаем, является одним из собственников 3 вилл на Майорке. А оставшаяся часть завода «Электродеталь» в 2023 году оказалась в собственности компаний «Конфинанс», «Ингрупп», «Риверпарк» и компании «Высокие технологии». На них же записан завод «Эликон». Или, например, особое конструкторское бюро кабельной промышленности. На сайте КРЭТ оно было указано как предприятие холдинга, все акции принадлежали им и Росимуществу. Этот завод производит 1000 километров кабелей в год, которые применяются просто везде. В космических кораблях, боевых самолетах, подводных лодках, танках. Кабелем именно этого завода был связан с космическим кораблем Алексей Леонов во время первого в истории выхода человека в открытый космос. Предприятие оборонное. Сегодня 80% продукции выпускается для обеспечения гособоронзаказа. Реализовать самые амбициозные цели на нашем предприятии возможно, так как мы не просто промышленное предприятие, мы еще и особое конструкторское бюро. Знаете, кто это только что был? Это был директор особого конструкторского бюро кабельной промышленности Николай Ураев. А по совместительству он еще и зять Николая Колесова, то есть муж его старшей дочери Анастасии. В 2017 году логотип государственного КРЭТа с сайта чудесным образом исчезает вместе с акциями, которые продают высоким технологиям из нашей схемы. А вот история, перед которой снял бы шляпу даже автор советского афоризма «Тащи с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость». Гвозди Колесову не нужны, но вот здание КРЭТа, то есть фактически свое место работы, он к рукам все-таки прибрал. На сайте КРЭТа несложно найти адрес их офиса – Гончарная улица, 20/1. Это 6-этажное здание на Таганке в центре Москвы 1933 года постройки. Раньше оно принадлежало НИИ «Экран», которая тоже входит в холдинг КРЭТ. То есть КРЭТ как бы арендовал его сам у себя.
Но потом, неожиданно, в 2023 году оказывается, что актив этот непрофильный. Здание и землю под ним выставляют на продажу и примерно в 4-5 раз дешевле рыночной стоимости продают никому неизвестной фирме «Московский парк». Ее владелец работает водителем Николая Колесова. Ему же отошли Rolls-Royce и Bentley Дианы Колесовой после развода. А еще именно он владеет компанией «Высокие технологии», на которую Колесов записал свои заводы. Сейчас у здания КРЭД новый собственник, фирма Real Investment. И она тоже есть на нашей схеме. Формально владельцем фирмы Real Investment числится вот этот джентльмен из Казани, который участвует в конкурсах за бесплатные наушники и ищет работу через телеграм-каналы. Но параллельно с этим он владеет 2 частными самолетами и вертолетом Колесова. А еще долей в Национальной службе санитарной авиации. Это, между прочим, единый оператор всех медицинских вертолетов в стране. Если человек попадает в серьезное ДТП или заболевает, или, не дай бог, теряется в отдаленном безлюдном районе, то за ним вылетает такая воздушная скорая помощь. Вообще, эту службу однозначно называют структурой Ростеха. Вон даже на сайте Росавиации пишут: Национальная служба санитарной авиации Ростеха. Но нет, ошибочка закралась. Это на 50% структура Ростеха, а на 23% структура Real Investment, как мы выяснили, личной фирмы Николая Колесова. Возглавляет Национальную службу санитарной авиации человек, который вряд ли возмутится такому положению дел. Ведь это кум Колесова, бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Так что, по сути, наша царь-схема достаточно простая. В ее сердце 5 фирм, формально к Колесову не имеющих никакого отношения. Высокие технологии мы уже обсудили, они записаны на водителе Колесова. Ингрупп зарегистрировала родившаяся в 1935 году Крайнова Диляра Мухсиновна. Она прописана по одним адресам с первой женой Колесова и летала вместе с ней на семейном джете. Так что это, скорее всего, просто первая теща Николая Колесова. Ривер Парк учредила Матина Елена Михайловна. Она работает заместителем генерального директора по финансированию и кредитованию завода «Эликон», то есть это сотрудница Николая Колесова. Канфинанс зарегистрирован на коллегу Матиной, Румянцеву Наталью Борисовну, начальницу отдела собственности на «Эликоне». Единственный, чьи отношения с Колесовым мы так и не смогли разгадать, это учредитель АО «Стар» Николай Иванович Шадрин. Он раньше работал наркологом в Самаре. Но сейчас будет расследовательское чудо. Совершенно не важно, на кого и как фирмы оформлены. Важно, кому они платят, кто получает там дивиденды. Они настоящие владельцы, а не какие-то там номиналы. Мы изучили банковские проводки этих фирм. А вы, пожалуйста, присядьте и уберите детей и стариков от экранов. В порядке возрастания. ЗАО «Ингрупп» выплатила 1 миллиард 250 тысяч рублей Александру Колесову, старшему сыну Николая Колесова. Канфинанс выплатил дивидендов на сумму 2,5 миллиарда рублей, и они достались Анастасии Колесовой, старшей дочери Николая Колесова. Третье место. Почти 4 миллиарда рублей от компании АО «Ривер Парк» получил сам Николай Колесов. Впечатляет. Больше Колесова получила его старшая сестра, которую мы знаем по Испании, Людмила Тенна. 5,4 миллиарда от АО «Стар». Но королева нашего рейтинга – вот. Любительница гламурных фотосессий в мехах и образе лесной колдуньи Екатерина Блохина, племянница Колесова. В своем профиле ВКонтакте она сразу же пишет, что не нуждается в деньгах. Охотно верим. Блохина получила дивиденды от высоких технологий. Почти 9 миллиардов рублей. Итого 22 миллиарда рублей. Чистыми. Налоги с этого уже уплачены. 22 миллиарда одной семье топ-менеджера Ростеха. Этого хватило бы, чтобы построить 15 детских онкоцентров. Это как все выплаты 332 тысячам ветеранам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и блокадникам в честь 80-й годовщины Победы. Это в 10 раз больше, чем было выделено на устранение последствий экологической катастрофы разливом мазута в Анапе. И это только от нескольких несчастных фирм, которые мы нашли за период меньше, чем 3 года. Будет безумием предполагать, что это все. Мы ведь не налоговая полиция, у нас не полные данные, и то они только до 2024 года. А благодаря путинской войне обороты колесовских оборонных предприятий растут в геометрической прогрессии. Я уже не буду говорить количество государственных контрактов.
Но даже эта сумма, 22 миллиарда, это уже больше, чем нашли дома у ФСБшника Черкалина и полковника Захарченко вместе взятых. А у них, напоминаю, вроде как хранились общаки целых ведомств. Нельзя так делать, нельзя. Я вас очень прошу, пожалуйста, покажите это видео вашим знакомым, которые поддерживают Путина и войну. Спросите их, ну как так? Ну что это такое? Должно быть так, что глава государственного оборонного предприятия, будь то вертолеты России или КРЭД, получает доход, сопоставимый с годовым бюджетом целого региона. Ненецкого автономного округа, или Калмыкии, или Ингушетии. Один человек. Я уверена, вы даже имени его не слышали до этого ролика, в глаза не видели, кто такой. А вот чуть-чуть поскребли госуправленцы и нашли 22 миллиарда дохода. И недвижимости еще на 14 миллиардов. А сколько еще таких? Ответ странный. Не знаю. Вот это и есть настоящая путинская Россия, путинская экономика. Это та самая вертикаль власти. Огромный кусок государственного оборонного холдинга уплыл от государства и оказался в собственности директора этого холдинга. Чем это отличается от 90-х? Тем, что тогда вопросы решались с бандитами на стрелках, а теперь такими же бандитами, но в костюмах, дорогих часах и георгиевских ленточках. Суть от этого не поменялась. И невозможно сказать, что это какой-то один отбившийся от рук проходимец, который втихаря что-то там проворачивает. Это система воровства в госкомпании Ростех. Вот, например, когда завод «Эликон» купил первую испанскую виллу в 2014 году, он на четверть принадлежал государству, Ростеху. Когда Тамбовский электроприбор купил соседнюю виллу, он на 38% принадлежал Ростеху, то есть государству. Это не частные конторы были, а оборонные предприятия с госучастием. Там должны быть проверки, аудиты, особый контроль, представители государства в совете директоров. Но не возникло никаких проблем, когда кто-то принес в бухгалтерию счет на покупку виллы на Пальме де Майорке, чтобы там отдыхал директор. Колесов уже 16 лет работает в прямом подчинении Чемизова. Он его ближайший соратник. Сам Чемизов, его жена и дети десятки раз летали на самолетах Колесова. Они общаются, дружат, ходят друг к другу в гости. То же самое касается Чемизова и Путина. Там 40 лет дружбы и службы за плечами. Ну, конечно же, это система. Конечно, все знают. В этом и есть путинская задумка. Что с Ростехом, что с Роснефтью, что с Газпромом. Раздать все ценное в стране вот таким Чемизовым, который назначит своих Колесовых. И безумные украденные миллиарды в виде подрядов, откатов, взяток, как по цепочке идут туда, куда нужно. Половину взял себе, половину отдал наверх, а за это тебя прикроют. И так бесконечно много раз. Вот откуда берутся эти рублевские замки, дубайские виллы, самолеты и яхты. Некоторые наши зрители скажут, ну, а что такого? Вообще хорошо, что воруют на оборонке. Снарядов и ракет меньше сделают для войны. Зачем такое расследовать? Но это не так, это заблуждение. Путинская система прогнила до точки невозврата. Уйдет Шойгу, Иванов, Колесов, придет точно такой же вор, иначе в эту систему не попасть. Честный и порядочный госуправленец будет уволен после первого вопроса. Простите, а зачем нам ставить на баланс завода виллу на Пальме де Майорке? Ну, не знаю, какие-то люди... Коррупция не уменьшит количество произведенных снарядов. Она уменьшит количество денег в вашем кошельке. Количество школ, больниц и детских садов у вас в городе тоже уменьшит. А снаряды, как делали, так и будут делать. Потому что эта война жизненно необходима для режима Путина. В том числе для того, чтобы зарабатывать на ней деньги. Война прекратится тогда, когда не будет Путина. И мы обязаны делать все, чтобы приблизить этот день, положить конец этой системе, расшатать ее, выбить из состояния равновесия, в том числе такими расследованиями. Для господина Колесова у меня плохие новости. Одновременно с выходом этого расследования мы отправляем официальные жалобы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации по факту коррупционных действий, в Следственный комитет по факту хищения государственного имущества, в Федеральную антимонопольную службу, чтобы проверили законность выдачи согласий на совершение сделок по покупке заводов, в ФСБ, чтобы посмотреть, могут ли они расследовать настоящие преступления или только умеют ловить детей, написавших что-то антивоенное в соцсетях или вышедших на улицу с плакатом. 5 вилл Колесова, которые мы обнаружили в Испании, мы попробуем срочно арестовать. Доказать, что вся эта схема с записыванием недвижимости на 4-летних детей – это фикция, настоящий владелец Колесов, а он под санкциями, значит,
имущество подлежит заморозке. Мы будем требовать, чтобы под европейские санкции попали все взрослые родственники Колесова. Для этого есть все основания. Они сами занимают должности в подсанкционных компаниях, зарабатывают на оборонке и являются фиктивными собственниками активов, которые на самом деле принадлежат Колесову. Они, к слову, этих санкций очень боятся, очень трясутся за сворованное. Чтобы спрятаться от европейских властей, они после начала войны скупили себе иностранные паспорта. Гражданство Сербии мы обнаружили у взрослой дочери Колесова Анастасии, ее мужа Николая Ураева и его мамы, у сестры Колесова Людмилы Тенна и ее дочери Екатерины Блохиной, у ее мужа и ее детей, и даже у первой жены Колесова есть сербское гражданство. У младших детей Колесова, напоминаю, гражданство Испании и Кипра. Патриотично, правда? В общем, во всех этих странах мы напишем заявление, что вот такая ситуация. Вы выдали паспорта семье российских оборонщиков, бенефициарам войны, и благодаря этому Колесову удалось сохранить вообще все, что он успел себе накупить в Европе. А вы помогите, пожалуйста, распространить это расследование. YouTube в России почти заблокирован. Каждый лайк и комментарий под этим видео помогает сделать так, чтобы его увидело побольше людей. Ну и, конечно же, подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду.